Какое у вас самое любимое блюдо? Если верить статистике, самым популярным блюдом в мире является пицца. По разным подсчетам, ежегодно человечество съедает более 5 миллиардов пиц. А вот в 1981 году в Париже вместо пиццы ели студентов. Это Исэй Сагава, невысокий, щуплый и очень стеснительный японский аспирант Сорбонны. Однажды он пригласил к себе на ужин однокурсницу, молодую, красивую и высокую голландку Рене Хартевелт. Она пришла помочь ему с французской поэзией. С тех пор ее больше никто не видел живой. Сагава застрелил ее, а потом на протяжении нескольких дней питался ее телом, фотографируя весь процесс на камеру. Его поймали, когда он пытался избавиться от останков. Однако он не отправился в тюрьму. Французские психиатры признали Сагаву невменяемым, а потому его отправили в психиатрическую клинику. А через 3 года, благодаря его богатому и влиятельному отцу, его депортировали в Японию. На родине японские врачи осмотрели Сагаву и постановили, что он полностью вменяемый. Но потому что во Франции закрыли это дело, в 1986 году он просто вышел на свободу. И убийца-каннибал стал знаменитостью. Сагава написал больше 20 книг, включая детальные мемуары о своем убийстве, что стали бестселлерами. Участвовал в телевизионных ток-шоу и снимался в фильмах, получая огромные гонорары. И даже работал в японском журнале «Спа», где вел колонку ресторанного критика. Он жил как рок-звезда, тратил огромные деньги на тусовки и эскортниц, ужинал в самых дорогих ресторанах столицы и жил в шикарной квартире в Токио. И все это благодаря своему преступлению. Сам Сагава умер в 22 году в нищете, к нулевым растратив все заработанные миллионы и проведя последние 9 лет жизни прикованным к инвалидному креслу. Но за все это время он ни о чем не пожалел и не раскаялся. Наоборот, он гордо называл себя крестным отцом каннибализма и считал свой поступок самым главным достижением своей жизни. И он оказался прав. Сегодня мы поговорим о главном табу человечества – о каннибализме. Что происходит в голове человека, готового съесть себе подобного? Как к этому относится природа? И почему общество, которое веками считает каннибализм грехом и преступлением, делает убийц и маньяков звездами и частью поп-культуры? А может, это и есть норма? Европа, 16 век, эпоха Возрождения. Леонардо да Винчи пишет свои шедевры, Колумб плывет покорять новый свет, а в лучших аптеках Европы продают людей. Точнее, порошок под названием «Мумия Вера». В арабской медицине невероятно высоко ценилось вещество мумия, что очень эффективно лечило раны. Когда об этом узнали европейские лекари, предприимчивые торговцы начали в промышленных масштабах разграблять египетские гробницы с мумиями, доставать оттуда тела, перетирать их в пыль и продавать богатым европейцам. Мумия быстро стала бестселлером, что прописывали от язв, мигрений и даже от чумы. Но когда настоящие мумии оказались в дефиците, предприниматели не растерялись и просто начали засаливать и высушивать трупы нищих, больных и казненных преступников. Правда, к концу 16 века аптекари поняли, что совершили абсурдную ошибку в переводе. Мумия – это редкий природный битум, смола, которая сочилась из скал. А в Европе подумали, что речь про битум, который использовали египтяне для бальзамирования своих мертвецов. Ну, ошиблись и ошиблись, с кем не бывает. Правда, в тот же период набирала популярность алхимия и витализм, идея про жизненный дух, а потому врачи сказали, что это даже лучше, ведь в свежей плоти больше нерастраченной жизненной энергии. На этой идее доктор Джонатан Годдард, один из ведущих ученых Англии того времени, изобрел так называемые королевские капли. Их рецепт очень простой, можно повторить и дома. Сушеные гадюки, оленьи рога, слоновья кость и 2,5 килограмма человеческого черепа. Причем обязательно человека, который умер насильственной смертью. Просто врачи считали, что если молодой человек умер в муках, то его жизненный дух остается запертым в костях. Даже король Карл II подсел на это зелье и варил человеческие черепа в своей лаборатории. И все это происходило в то время, когда европейские корабли силой захватывали земли индейцев, которых называли дикарями, монстрами и обвиняли в людоедстве. А все потому, что это было идеальным юридическим инструментом. Ведь если твой враг — это монстр, то ты получаешь полное право сжигать их деревни, захватывать земли и обращать их в рабство. Хотя сами пили человеческие кости от головной боли, говоря другим, что каннибализм – это очень плохо. Причем мумия в аптеках продавалась до начала 20 века. Четверть нашей современной истории каннибализм не был табу. Это было лекарством.
Но они ошибались во всем. Во-первых, эти лекарства были бесполезны, ведь никакого жизненного духа там не было. Это просто грязный кальций и остатки гниющей ткани, поэтому там оставались трупные токсины и тяжелые металлы. В общем, европейская элита буквально травила себя за огромные деньги. А во-вторых, человеческое тело вообще не предназначено для того, чтобы его ели. В 2017 году решили посчитать калорийность человека, и выяснилось, что мы очень скудное блюдо. Взрослый мужчина — это примерно 130 тысяч калорий. Звучит вроде бы неплохо. Правда, лошадь около 200 тысяч, степной бизон 600, а один мамонт 3,5 миллиона калорий. Одна такая добыча кормила группу из 25 неандертальцев целый месяц. А съеденный человек обеспечит ту же группу энергии, может, на 3 часа. К тому же мясо мы не только скудное, но и буквально ядовитое. К зрелому возрасту наши печень, почки и жировые прослойки превращаются в концентрированный склад химикатов. А значит, съесть взрослого человека — это добровольно принять ударную дозу яда, которую организм фильтровал десятилетиями. А существо мы умное и опасное, и рисковать ради такого обеда никто не будет. А по вкусу мы почти ничем не отличаемся от обычной свинины. Если что, это информация из интернета. Но на самом деле природе наплевать, кого мы едим. Богомолы и пауки съедают самцов после спаривания, а домашние хомячки едят своих детей, если просто почувствуют стресс. Женщины. Для многих видов это просто быстрый возврат потраченных калорий. Ничего личного. Поэтому так можем делать и мы. Не совсем. Безусловно, каннибализм существовал столетиями в доисторическую эпоху и был связан скорее не с приемом пищи, а с ритуалами, с защитой территорий и военным делом. И даже в этом победил не гуманизм, а экономика. С появлением земледелия людям стало гораздо выгоднее врагов превращать в своих рабов, которые будут выращивать тебе пищу, что гораздо прагматичнее, чем этого раба съесть. Правда, это была не единственная причина. Проблема в том, что чем сложнее организм, тем выше риск. Если лев съест человека, его защитит межвидовой барьер. Простыми словами, вирусы другого вида не подойдут другому, как две разные операционные системы, а потому риск заразиться чем-то кратно ниже. Но вот если лев съест льва, то любая бактерия, паразит или вирус жертвы спокойно передастся ему, ведь они идеально адаптированы под его иммунитет. Но для нас, как развитых существ, это не так страшно. Мы изобрели огонь, а значит, мясо можно пожарить, и все вирусы просто умрут. Но гораздо страшнее другое. Если вы съедите человека, вы умрете от смеха. В середине 20 века в высокогорьях Папуа, Новой Гвинеи, ученые наткнулись на изолированное племя Форы. И это племя выкашивало необъяснимая и очень жуткая эпидемия. Сначала у больного начинался легкий тремор, потом он терял координацию и переставал ходить. А на финальной стадии он терял контроль над эмоциями и начинал смеяться, пока не умирал от истощения. И это никак не лечилось. В прессе ее так и прозвали «смеющаяся смерть». И виноват в ней был прион. Это не вирус, это белок, чаще встречающийся в мозге. В нормальном состоянии он помогает нейронам функционировать. Но иногда, с вероятностью 1 на миллион, этот белок случайно ломается, меняет свою форму и превращается в зомби. Он касается соседних здоровых белков и заставляет их тоже ломаться, запуская необратимую цепную реакцию, превращая ваш мозг в прямом смысле в дырявую губку. Это еще называется болезнь Крейцфельда-Якоба. И ее проблема в том, что инкубационный период до 50 лет. Поэтому ваш обед может десятилетиями выглядеть абсолютно здоровым. Поэтому племя Форы вообще не понимало, что происходит. Причем этот белок остается даже после смерти. Он не гниет вместе с носителем, и из-за своей структуры он почти неуязвим. Он не боится ни радиации, ни желудочной кислоты, ни обычного кипячения. Он может годами лежать в земле, впитываться в растения и просто ждать. Это идеальное биологическое оружие со 100% летальностью, инкубационным периодом в десятки лет. Такое уже случалось в 90-х, только с коровами. Британские фермеры решили сэкономить на кормах и начали добавлять им в еду високосную муку, сделанную из других мертвых коров. И какой-то корм был сделан из коровы, которая переносила этот сломанный белок. И так коровы жрали зараженный корм, со временем становились агрессивными, слабыми и умирали. А уже мертвых коров повторно пускали на корм, запустив цикличный круг. В истории это событие запомнили как кризис коровьего бешенства, крупнейший политический скандал в Великобритании того времени, спровоцировавший бойкот целых стран на импорт британской говядины. Чтобы остановить эпидемию, пришлось буквально истребить весь скот, более 4 миллионов коров, и всего эта эпидемия убила около 230 человек. А где тут логика?
Племя Фора и покупателей стейка в Британии убивало одно и то же, но с одной огромной разницей. В племени была 100% летальность, а те 200 смертей – это часть от десятков миллионов съеденных кусков зараженного мяса. Когда в человеческий организм попадал сломанный белок из другого организма, ему не за что было зацепиться. Пострадавшим просто уникально не повезло иметь какую-то уникальную вариацию этого белка, к которому подошел зомби из стейка. То есть каннибализм, как бы цинично это ни звучало, это то же самое поедание мяса, только экстремальное, игра в русскую рулетку, ведь никто не знает, какие вирусы скрывает в себе даже самый здоровый на вид человек. Человечество не занимается подобным, потому что это не гуманно, не выгодно и не безопасно, поэтому так сложилось, что гораздо проще и безопаснее есть другие виды, их иммунитет отличается от нашего. Но тогда почему это делают до сих пор? Наверняка логично, что от голода. История знает множество безвыходных примеров, когда инстинкт выживания стирал любые социальные табу. От крушений самолетов до войн и кризисов, где ввиду отсутствия другой еды приходилось есть в том числе умерших близких, переламывая свою психику, оставляя людей с чувством вины и ПТСР до конца жизни. Но племя Фора не голодало, и с психикой у них все было в порядке. Они ели своих близких из-за любви. В антропологии это называется эндоканнибализм – поедание внутри своей группы. Когда умирал уважаемый член семьи, Форы считали, что закопать его в холодную сырую землю или оставить гнить на съедение червям – это высшая степень неуважения. Тело нужно было сохранить, и лучшим саркофагом для этого становились тела его собственных родственников. Они верили, что съедая мозг покойного, они сохраняют его жизненную силу и мудрость внутри семьи. А потому каннибализм для них – это не преступление, это высшая степень любви. Безусловно, это был не единственный пример ритуального каннибализма. Был и экзоканнибализм – поедание врагов, что делали многие племена, веря, что так не только стирают своего врага, но и забирают его силу. Даже во времена, когда существовали публичные казни, это было не так давно, люди платили палачам, чтобы те давали зачерпнуть свежей крови, ведь верили, что это эликсир силы. Но что их все объединяет? Если сильно упростить, то каннибализм обычно делят на 3 категории. Первое – это агрессивный каннибализм. Это акт чистой враждебности или извращенной жажды власти, когда твой враг превращается для тебя в ресурс, которого просто убить было недостаточно, а его съедение становилось актом тотального доминирования. Вторая – ассимиляционный каннибализм, или, простыми словами, присвоение. Это когда человек из веры в магическую связь хочет не просто убить, а буквально встроить другого в себя, забрать его силу, красоту, энергию, значимость или хотя бы иллюзию, что теперь он не один, пытаясь спастись от одиночества. И третье – сексуально мотивированный каннибализм. В ее основе нередко лежит ворофилия – сексуальная девиация, при которой возбуждение напрямую связано с процессом потребления плоти партнера. У здорового мозга эти 2 потребности, половая и пищевая, разделены огромными барьерами. Но при патологии из-за генетических сбоев, болезни мозга или глубоких детских травмах и разрушенной психики центры удовольствия начинают реагировать на акты насилия и поглощения так же, как на интимную близость. Исэй Сагава в своих интервью часто заявлял, что он гордился своим поступком, ведь поглощение Рене для него было высшей формой любви, в которой они стали одним целым. Для него это не было метафорой. Сагава родился экстремально недоношенным и болезненным, а потому всю жизнь страдал от тяжелого комплекса неполноценности из-за своего маленького роста и физической слабости. И вот его психика нашла извращенный способ компенсации. Он верил, что съедая высокую, здоровую и красивую женщину, то есть того, кем он сам не был, он буквально впитывает ее качества, становясь сильнее и совершеннее. Это была попытка украсть чужую жизнь, чтобы восполнить пустоту в своей собственной. В его мире любовь была не созиданием, а поглощением. Каннибализм для многих маньяков – это предельно искаженная потребность близости и собственной ценности. Последний ее аккорд. Это попытка решить проблему одиночества самым радикальным способом – сделать другого человека частью своего тела, чтобы он никогда не смог тебя бросить. Но почему для этого нужно кого-то есть? Зигмунд Фрейд, один из известнейших психиатров, выдвинул множество теорий касаемо нашего формирования любви и сексуальности. И одна из теорий гласит, что каждый ребенок проходит через стадию каннибализма. Буквально. Будучи младенцами, мы проходим с вами 2 стадии. Первая – оральная. Это первые полгода жизни. Младенец познает мир через рот. Все, что он видит, он хочет попробовать. И грудь матери для него – это одновременно еда, безопасность и любовь. Весь мир помещается в одну точку.
Но потом, примерно 6 месяцев, когда у ребенка прорезаются зубы, наступает вторая стадия – орально-садистическая. И тут младенец начинает кусать то, что любит. И тут появляется, по сути, первый конфликт жизни человека – желание любить объект и разрушить его. Ребенок кусает грудь, которая его кормит не потому, что ему мало молока, а потому что он хочет, чтобы объект любви стал его частью. И в норме мы это проходим. Мозг учится разделять любовь и поглощение, и то, что любить можно не разрушая. А мать — это не просто грудь с едой. Но если в этот этап ребенок растет без привязанности, без ответной любви и в изоляции, этот переход может просто не случиться. И тогда взрослый человек остается с единственной программой из младенчества. Чтобы кого-то любить, нужно его поглотить. И это касается не только маньяков. Проблемы с привязанностью, детские травмы – это проблема миллионов людей. Просто у нас это проявляется в созависимости или страхе одиночества. И если вы чувствуете, что что-то из этого про вас, или вам просто нужна эмоциональная поддержка, напоминаю, что у меня есть бесплатный и полностью анонимный бот-психолог, с которым теперь можно общаться и голосом. Он не заменит живого специалиста, но если вам нужна поддержка, он всегда вас выслушает и поможет разобраться с важными для вас вопросами. А ссылка в описании. И это не просто теория столетней давности. Современная психиатрия подтверждает, если в первые годы жизни привязанность к матери нарушена, это физически меняет развитие мозга. Области, которые отвечают за контроль агрессии, просто не дозревают. Джеффри Даммер, о котором мы говорили в прошлом видео про некрофилию, прославился в первую очередь как каннибал. Хотя кем он только не был. Поэтому, как я и говорил, подобные профилии и девиации часто стоит рассматривать не как абстрагированные явления, а как единый спектр. Это одинаково сломанный тумблер в голове, просто проявляется он по-разному. Так одни дома избивают своих жен, преследуют своих бывших, контролируют и следят за каждым шагом, а другие просто их едят. И иногда все вместе. Конечно, это вещи кардинально разные, но карта потребностей и их компенсации нередко одна и та же. Именно это объединяло Даммера, Сагаву и многих других преступников и психопатов. В их искаженной реальности каннибализм был не про преступление, это про любовь, в которой ты хочешь сделать любимого частью себя. Или стать его частью. 2001 год. Германия. Маленький город Ротенбург. Компьютерный техник по имени Армин Майвес размещает на интернет-форуме объявление: «Ищу молодого мужчину, который добровольно желает быть съеденным». И именно так, добровольно и съеденным. И ему ответили. И не один человек, а несколько. Но согласился только один, а именно 42-летний берлинский инженер Бернт Юрген Брандес. Он приехал в старинное поместье Майвеса на поезде, предварительно продав свою машину и приведя в порядок все дела. Первым актом их ужина, который Майвес записывал на камеру, стала попытка отрезать половой орган Брандеса, который они планировали съесть вместе. Но такой романтичный ужин продлился недолго, ведь Брандес окончательно ослаб от потери крови и выпитых транквилизаторов. И пока тот медленно умирал, Майвес сидел рядом и читал ему вслух книжки. Вот такая настоящая романтика. В последующие месяца Армин жил своей обычной жизнью. Ходил на работу, гулял, общался с соседями, пока в его морозилке лежал аккуратно расфасованный Брандес. Поймали его спустя почти 2 года, когда он, почти доев все свои запасы, снова выложил объявление в поисках новой жертвы. Правда, в этот раз почему-то вызвали полицию. Но то, что жертва согласилась сама, от тюрьмы его не спасло, хоть и поставило в ступор немецкий суд. А потому Армин до сих пор сидит в тюрьме. Правда, в ней он стал не только местной знаменитостью, но и вегетарианцем, возглавив тюремную ячейку партии «Зеленых», в которой теперь заявляет, что промышленное животноводство – это жестокость, которой нет оправдания. Такая вот ирония жизни. А что было с ним? Психиатры, обследующие Майвеса, обнаружили в его биографии глубочайший детский травматизм. Отец бросил семью, когда Армин был ребенком, а мать была властной и контролирующей, что подавляло его личность настолько, что он вырос в тотальной эмоциональной изоляции. То есть он не просто экономил на продуктах. Вы цены видели? Психиатр Вильям Мартинс определил профиль Майвеса как замаскированный садизм. Исполнение предсмертного желания мазохиста Брандеса было лишь инструментом для реализации собственной жажды доминирования. А потому суд признал Майвеса вменяемым и приговорил к пожизненному заключению. Для него каннибализм, как вы уже поняли, был не про еду. Это был акт слияния, стремление к абсолютному симбиозу, попытку заткнуть свое одиночество и никчемность буквально чужим телом, с забавной попыткой сделать это якобы легально.
Так что такое каннибализм на самом деле? Биология говорит нам, что это сбой, шаг, за который природа почти не оставляет права на ошибку. Психиатрия говорит нам, что это сломанный мозг или психика, где любовь, ненависть, одиночество, комплексы, жажда власти и контроля находят свой выход в самой уродливой форме, в попытке присвоить человека целиком. А история человечества говорит, что это все вместе. Мы прошли путь от поедания мозгов предков до поедания людей в виде лекарств и закончили тем, что сегодня потребляем уже самих монстров как контент под пиццу. Даем им известность, смотрим с ними интервью, документалки, видео на ютубе. Безусловно, это не одно и то же. Но чем вам не пищевая цепочка? Каннибализм остается главным табу и тяжелейшим преступлением не просто из-за морали. Весь наш мир стоит на одном негласном правиле. Мы – люди. Ведь как только мы превратимся из людей, из личностей, в обычный набор белков и жиров, общество перестанет существовать. Впрочем, переживать об этом не стоит. Судя по статистике, человек по-прежнему остается самым непопулярным блюдом в мире. Так что, возможно, кому-то из вас стоит сменить рацион. Ну, в плане в нормальную сторону. Героев наших последних видео часто связывает одна недостающая деталь, о которой в современном мире забываем и мы. Если подводить к какой-то морали, то я просто хочу еще раз вам напомнить. Одной из самых важных вещей в мире была и остается любовь. Именно она делает из людей, а не маньяков и убийц. Но самое главное – не путать любовь с потреблением. Не путать близость с властью и не превращать другого человека в средство для затыкания собственной пустоты. Потому что как только любовь превращается в присвоение, в человеке заканчивается человек. Так что мораль тут одна. Берегите любовь. Ну и не ешьте людей. Пожалуйста. Подписывайтесь на канал и мои социальные сети по ссылкам в описании. Мой бесплатный бот-психолог там же. С вами был Альберт. Всего хорошего.